Хотите удивить и порадовать себя и своих родных? Тогда предлагаю приготовить домашнюю подсолнечную халву. Она получается в меру сладкой, рассыпчатой и неимоверно вкусной. Рекомендую. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Необходимо первым делом подсушить и немного обжарить на сухой сковороде 400 грамм очищенных семян подсолнуха. Так они станут вкуснее и раскроют свой аромат. Около 10 минут, периодически помешивая, обжариваем семена на небольшом огне. Пересыпаем в другую посуду и немного остужаем. Теперь подготавливаем форму. Просто застилаем ее снутри пищевой пленкой. Моя прямоугольная форма размером 13 на 20 сантиметров. Теперь самая трудная часть. Измельчаем остывшие семечки в пасту при помощи измельчителя. Если у вас не очень мощная техника, тогда поделите семена на две части и сделайте это в два подхода. Потребуется примерно 5-7 минут. Далее в сухую миску отделяем один белок. Белок должен быть с холодильника, то есть холодный. Добавляем щепотку соли, также для стойкости 3 чайной ложки сахарной пудры. Пудру можно заменить на сахар. Взбиваем белок в пышную устойчивую пену. Когда белок уже взбит, всыпаем в сотейник 200 грамм сахара. Вливаем 55 мл воды и нагреваем смесь на среднем огне до растворения сахара. После закипания увариваем сироп около 5 минут. Готовый горячий сироп вливаем тонкой струйкой быстро в белок. При этом не прекращаем взбивать миксером. Взбиваем тщательно, но недолго. При остывании масса будет застывать. Объединяем подсолнечную пасту с белково-сахарной смесью. Перемешиваем все лопаткой. И как только начнет пропадать белый цвет, достаточно. Перекладываем халву в форму. Распределяем, разравниваем, сверху накрываем пленкой и даем стабилизироваться в холодильнике примерно на час-полтора. Халва по этому рецепту похожа по вкусу на магазинную, но вот структура ее гораздо нежнее. Не ощущается жестких прожилок сахара, и поэтому она словно тает во рту. Мягкая, рассыпчатая и такая вкусная. Приготовите хоть раз и покупать в магазине больше не захотите. Радуйте себя и своих любимых. Приятного аппетита! Спасибо, что досмотрели это видео до конца и были со мной. Понравилось? Зацените лайком. Подпишитесь на мой канал. Прокомментируйте и поделитесь роликом с другом. Также приглашаю в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!